Как я и обещал, второй сезон Дяди Самсонита. Но перед этим нужно исправить ошибки. Я забыл вам рассказать про еще одного культового персонажа в этой вселенной. Скрэндж, дружбан Самсонита. Ну как дружбан, он застрелил его в конце видео, где он первый и, видимо, последний раз появился на канале. К тому же в этом видеоролике дядя Самсонит обрел свою музыкальную тему Genuine Pony. Скрэндж решил отбить у дяди пищу и вызвал его на танцевальный поединок. Как видите, Самсонит не оценил этого. Вторая ошибка. Я недооценил важность небрендированной газировки. А для нашего монстра она смертельна, как криптонит для Супермена. Третья ошибка. Не дядя Самсонит, а дядя Самсонайт. Звучит так себе, ну ладно. Итак, начнем пересказ первого сезона, чтобы вы были в теме. Дядя Самсонит докучал парню по имени Джейк. Отец не верит жалобам сына про одичавшего Скуфа. То есть сына украли. И отец поверил в дядю Самсонайта. Потом он находит людей, которые тоже мучились от этого демона. Айзек, чел, которого доставал этот черт, и Стив, друг Айзека, который спас Айзека. Они вместе придумывают план спасения Джейка. Он заключается в том, что Стив и Айзек вызывают дядю Самсонайта на танцевальный баттл. А в это время отец Джейка спасает Джейка. Все идет по плану, кроме конца, ибо Стив и Айзек получили люлей от дяди Самсонита. К концу Батек дерется с самим дядей в его убежище и побеждает его. Наверное. Конец первого сезона. Для лучшего понимания, что здесь происходит, я советую вам посмотреть прошлый видеоролик, где я детально рассказываю, кто такой дядя Самсонайт, и пересказываю весь первый сезон. Перейдем к делу. Сезон начинается с 1191 года. Святая Земля. Двое странников идут по пустыне, а за ними кто-то следит. В итоге путешественники нашли то место, за которым они и шли, и начинают ритуал по призыву существа. Это дядя Самсонайт. Только какой-то он пошарпанный, что ли. Вдруг выходит преследователь в начале. Это рыцарь с клинком ассасина. В этот день один из нас умрет, демон. Это был кошмар. Прости, чемпион. Я тебя напугал? Опять кошмары? Да. Держись, салаха. Все устаканится. Слушай, я тут подумал. Уже прошло 2 недели с этого случая. Я думаю, время повеселиться. Ну знаешь, пойти в кино или погулять в парке. Развеяться в общем. Как тебе? Окей. Что ж, если я понадоблюсь, я работаю над треком. Как вы поняли, после первого сезона в отца вселился дядя Самсонит. Первая серия закончилась. Во второй серии Джейк жалуется на сны Айзеку. Я пригласил тебя сегодня, потому что в прошлую ночь у меня был сон про этот дом. Я был в доме. Это было поздно ночью. Мне было страшно. Я знал, что я спал во сне, но при этом я ощущал, что кто-то проснулся в доме. Я зашел в комнату отца. Там был кто-то в
вместе с ним. Он стоял в углу. Я спросил его: «Кто ты?» И он ответил: «Jump on it». Затем я спросил: «Что тебе нужно?» Он ответил: «Твой отец». И я услышал его голос. «Эй, а чем вы шепчетесь, ребята?» Джейк думает, что ты превращаешься в дядю Самсонита. Что? Что? У меня был сон прошлой ночью, и он селился именно в тебя. Джейк, это просто сон, он ничего не значит. Ты пьешь брендированную газировку уже неделю. Я просто присматриваю за своей фигурой. Ты просыпаешься в моем шкафу, не помню, как ты там очутился. Я просто записываю там свой трек, там просто лучше качество записи. Я снял видео, где ты говоришь, что ты становишься дядей Самсонитом. Джейк, мне кажется, что я превращаюсь в дядю Самсонита. Я, наверное, шутил или просто лунатил, или типа того. Джек, я не шучу, и я не луначу, или типа того. Я серьезно превращаюсь в дядю Самсонита. Знаешь, меня обижает то, что мой сын фантазер. Нету никакой причины, чтобы я превращался в выдуманного персонажа, не зная даже об этом. Это глупость. Я буду у себя в комнате. Дядя Самсонайт все больше и больше завладевает телом отца Джейка. Третья серия под названием «Экзорцизм». Для того, чтобы выгнать демона из тела хозяина, нужен профессионал. Вы мистер Пони? Можешь меня называть Отец Джон. Тебе лучше уйти отсюда, дитя. Когда выгоняют существо из тела, оно пытается найти себе другое. Тебе лучше подождать в другой комнате. Как тебя зовут, дитя? Джейк Бован. Ого, мужика назвали в честь канала. Ты сказал Бован? Уходи в другую комнату, Джейкоб. Мы поможем твоему отцу. Мистер Папа. Я не мистер Папа. С кем я разговариваю тогда? О, я думаю, ты знаешь. Чего ты хочешь, демон? Покажись. Дядя Самсонайт хочет провести с вами хорошо время. Убери эту ухмылку. А если я не уберу, то что? А то ты уберешь ее сам. Принудительно. Сила, Крокер, приди. Заткни свой сраный рот, ты большая свиная голова. Сила, Майер, приди. Ты говноед. О, привет, ребята. А что здесь происходит? Сила, Крокер, приди. Вы здесь на ночевку? Ты большой жирный идиот. Сила, Крокер, приди. Айзеком завладевает Самсонайт. Ты должен сражаться, Айзек. Не дай ему победить. Но Айзек не слаб духом и смог противостоять против демона. Дядя Самсонайт скрылся. Теперь
в доме находиться небезопасно. И отец Джон приглашает их к себе в церковь. 4-я серия. Эта серия нам рассказывает про род Бовенов и про прошлое могущество дяди Самсонайта. Оказывается, в крови Джейка и его папы есть родственность с сэром Бовеном, тем самым рыцарем, который отважился сразиться 1 на 1 с дядей Самсонитом. В те времена он нагонял жути на весь мир своим могуществом и был угрозой всему человечеству. К счастью, сэр Бовен победил демона, но в последний момент, когда рыцарю оставалось нанести последний удар, дядя вселился в него. И веками он жил как паразит, вселяясь в новую жертву каждое поколение, до тех пор, пока не отважился проявить свою настоящую форму. Это объясняет, почему Самсонайт так зациклен на семейке Бовенов. В отличие от случая с Айзеком, он не отстал от них, а продолжает их терроризировать, видимо за обиду. Только их семья может спасти мир от демона. И если дяде Самсониту удастся уничтожить всех Бовенов, то человечество обречено на погибель. Тем не менее, радары отца Джона засекли активности дяди в доме Бовенов. Пятая серия. Айзек решил пойти в дом и надавать людей дядьке Самсониту. Так как папу Джейка и самого Джейка нужно хранить как зеницу ока, идет только он один. Хорошо. Я в здании. Очень хорошо. Сейчас иди направо. И входи в гостиную. Что ты видишь? Я вижу много мусора. Ощущение, что дом долго пустовал. Иди в коридор. Поверни налево. Я в прихожей. Чисто. Иди вперед. Я в ванной. Здесь никого нету. Айзек, как ты только зашел в коридор, существо исчезло. Я потерял сигнал. Вы не шутите? Осмотрись вокруг. Я не шучу. Он должен быть рядом или где-то еще. Хорошо. Я проверю спальню, но я уже хочу уйти. Боже мой, он идет к тебе. Беги, уходи оттуда. Беги, он убьет тебя. Уходи, беги, Айзек. Беги, уходи. Беги. Боже, беги, Айзек. В другой стороне, боже. Помянем Айзека. Но наши герои, наплевав на здравый смысл, пошли сами разруливать дела. Святая Дева Мария. 6-я серия. Им остается только попросить помощи у старого друга, Стива. Такая удивительная история, ребята. Я люблю вам помогать, но я не могу, потому что сегодня вторник. А по вторникам я выступаю в акапелле. Вау, здравствуйте. Чё за перец?
Моя группа по акапелле. Это Джеффри. Я Джеффри. Он работает в Крокер. Я работаю в Крокер. Приятно познакомиться. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain. Кстати, Стив очень классно поет. Ну, так, Вам понравилось? нам серьезно нужно попрактиковаться. Да, это правда. Что ж, давайте споем другую песню. Я бы хотел спеть песню, которую слышал сегодня на радио. Она очень заразительная. Она играется как-то там... Without even falling off, gotta be compatible. Takes me to my limits. Girl, when I break you off, I promise that you won't wanna get off. Таким образом, они открыли вход в укрытие дяди Самсонайта, и осталось только войти туда и спасти Айзека от рук демона. Это наш шанс, Стив, пошли. Джеффри, ты присоединишься к нам в спасении друга от сверхъестественного существа с неограниченными способностями? Ну окей. Подожди. Какую ценность ты несешь нашей команде? Я работаю в Крогер. Поехали! Все идут спасать своего друга, кроме Стива, потому что перед ним захлопнулась дверь. Войти в мир дяди Самсонайта – большая ошибка. Войти в мир дяди Самсонайта без Стива – фатальная ошибка. Здравствуйте, я Джеффри. Приятно познакомиться. Седьмая серия. Стиву удалось войти внутрь, напев правильную мелодию. И по старому сценарию он вызывает на танцевальный баттл дядю Самсонита. Ой. Стив! И жертвует собой ради их спасения. Тем самым спасая семейку Бованов. Восьмая серия. Блудные сыновья возвращаются к пастырю. И там папа с отцом Джоном обсуждают план действий, пока сам Джек отдыхает. Но дядя Самсонайт так просто их не оставит. Я пойду за ним. Нет, тебе нужно остаться. Святой Отец идет спасать Джейка, оставляя папаню на самотек. Вдруг он внезапно открывает потайную дверь, а за ней комната, где пылится рыцарь. Девятая серия и финальная в этом сезоне. Нам показывают файт отца Джона с дядей Самсонитом. Тем временем Батек вылезает из секретной комнаты. И встречает своего сына. Джейк, ты живой? Если бы это был его сын. Нет, только не это. Дядя Самсонит вселился в Джейка.
Но зато рыцарь проснулся. Беги! Отец Джон дал отцу шанс убежать. Батек бежит. Он убежал в лес, чтобы спрятаться от Самсонита. Но все равно его настиг дядя. Демон! Вдруг появляется сэр Бован, и он спасает его. Долгое время я был в спячке. Наша судьба встретиться второй раз. Ты достаточно долго сеял страх, демон. Сейчас я пришел остановить тебя. В итоге отца Джона хорошенько потрепало, но не смертельно, жить можно. Отец, вы в порядке? Где сэр Бован? Он сражается с дядей Самсонайтом. Отец Джон, если сэр Бован не выиграет, есть другой способ спасти моего сына? Может быть, и есть другой путь. Но этот путь я уже рассмотрел. Я знаю, что у тебя много вопросов, сэр Бован, и мы ответим на них. Но у нас мало времени. Как ты знаешь, трансформация почти что закончена. Это займет много времени для уничтожения души Джейка. Сэр Бован может остановить существо, но только если он появится сам еще раз. Но нет. Он затаился у себя в мире и будет наращивать мощь и становиться могущественней. У нас только есть один выбор. Так как дядя Самсонайт монстр, мы найдем другого монстра. Да, вы правильно поняли. Они собираются вызвать Шрека. Мое мнение. Честно, мне понравился больше первый сезон. Хоть объективнее, второй сезон по качеству лучше. Графика, больше локаций, ну и сам сюжет стал поинтересней. Но он слишком какой-то жесткий, что ли. Айзек умер, Стив умер, Рыжий чел умер.
сын в Скуфа превратился. А первый он ламповый такой, прикольный, новые персонажи, новый сюжет. В общем, второй сезон вышел хорошим. Что насчет третьего сезона? Я не знаю, вышло только 2 серии, и причем очень интересных. Можно было бы их засунуть сюда, но если все-таки автор продолжит снимать сериал, будет не очень удобно пересказывать остальные серии. И, видимо, по активности в сообществе YouTube выпуск серий скоро возобновятся. Опять же говорю, что у меня проблемы с дикцией. Жду комментариев на этот счет, что озвучка говно, ну и перевод плохой. Ну а чё мне? Я предпочитаю быть человым парнем. Спасибо за просмотр, всем пока.